Всем привет! Сегодня на обзоре модель от G-Shock, модель 2900. Этой моделью я уже пользуюсь около года. Давайте посмотрим, в чем она поставляется. Поставляется вот в такой картонной коробке. Самая простая картонная коробочка. Указано номер модельки G2900 и механизм 2548. Давайте перейдем поближе к самим часам. Для этого надо снять верхнюю часть. И еще раз открыть коробочку. Так, что у нас идет по комплекту? Кроме вот часов, здесь еще, по-моему, была поролонка. Где-то она уже потерялась. Также идет вот такая вот бирочка, где, в общем-то, продублирована информация о модели, которую мы уже видели на коробке. И внутри у нас, как обычно, для Casio идут вот такие вот толстые инструкции, где, в принципе, у нас идет гарантийки. Вот такие вот карточки пластиковый G-Shock. Ну, это та же гарантия, там еще какая-то книжечка к ней идет. Вот. И, собственно, вот такая вот мануальчик у нас, где на английском вижу, на итальянском. Кстати, у меня вариант без русского языка. Но, тем не менее, разобраться в данных часах не очень сложно. За время использования данных часов я выявил единственный недостаток. Это вот фиксатор ремешка. На мой взгляд, можно было сделать какую-то внутреннюю выпуклость, которая должна была фиксировать вот эту вот бегающую фиговинку, вот, скажем так, на любой из дырочек ремешка. Так как это не сделано, он всегда стремится... Вот эта вот ерундовина к центру ремешка. Естественно, склястик вот так вот болтается. Но мне это не очень нравится. Повторюсь, это единственный недостаток, который я нашел в данных часах. Вот. По всему остальному, в основном одни плюсы. Даже поискав в интернете какие-нибудь негативные отзывы, я их не нашел. Корпус и ремешок выполнены из полимера. И, как вы видите, за больше чем год использования практически никаких повреждений на ремешке нету. То есть такие вот небольшие потертости, но в общем и целом он сохранил форму, никаких зазубрин, ничего на нем не появилось. Использовал я его, данные часы, как в морской воде, там до 5 метров нырял, в бассейне пробовал, в обычном речке также в них плавал, мыл их, скажем так, с моющим средством. И как бы никаких проблем я не выявил. Единственное, где в принципе теоретически могут возникнуть вопросы, это вот здесь в месте крепления. Но пока я опять же никаких вопросов не вижу, ни ржавчинок, ничего не появилось. Вот на вот этих вот подпружиненных палочках, которые, скажем так, держат данный ремешок. Корпус и сам ремешок, вот они сделаны из одного материала, а внутри... У корпуса есть еще более плотная часть. Вот она, в принципе, ее видно. Она чуть-чуть выступает за границы задней металлической крышки. Вот. А наружная часть такая довольно-таки мягкая, что, в принципе, способствует отсутствию проблем при падениях и прочих ситуациях, в общем-то, для которых и разработаны данные часы. Что хотел бы отметить, очень грамотно сделан переход от корпуса к ремешку. То есть его практически не видно. Ну вот так, если согнуть, то вы увидите там, да, есть немножко видно, где соединение. Но в принципе, вот так вот при ношении на руке этого фактически незаметно. Еще один большой плюс — это небольшие размеры. Это самый небольшой по размеру G-Shock. Ну, кроме, конечно же, серии BBG, но это более, скажем так, женско-детские варианты идут. Вот так вот они смотрятся на руке. Запястье у меня, я бы сказал, тонкое, и на нем они смотрятся, в общем-то, отлично. То есть модель небольшая, но по функциям у этой модели их больше, чем, скажем так, у тех же G100. По размерам самого корпуса, давайте мы его сейчас замеряем. Вот такой вот есть небольшой штангель. И попробуем сам корпус мы замерить. Вот в самом толстом месте он у нас всего-навсего 46 миллиметров. И чуть-чуть меньше там, где идут боковые клавиши.
Клавиши здесь утоплены, то есть ни одного ложного нажатия за все время использования не было. То есть они находятся в углублении. На мой взгляд, они более удобные, чем у классической модели 5600. Там они идут металлические, здесь же они пластиковые, то есть их нажимать, в общем-то, удобно, но при этом нет никаких ложных срабатываний. Также здесь идет минеральное стекло, металлический вот такой вот утопленный безель внутри часов. Его большой плюс, что он никак не контактирует с окружающей средой. То есть он сверху защищен вот таким вот выступом из полимера. И то есть он как бы декоративную функцию на себе несет, но при этом он не царапается и вид его не портится. Как и в любых других часах серии G-Shock, здесь присутствует автоподсветка. Причем обычная подсветка здесь включается вот отдельно вынесенной клавишей, что, на мой взгляд, очень удобно. Во-первых, не перегружает функциями вот эти вот 4 клавиши. Ну и ее всегда видно, всегда удобно нажать. Видите, даже в светлое время ее очень хорошо видно, а ночью так вообще отлично. Для включения автоподсветки всего лишь надо нажать и удерживать ее. Видите, справа где-то на 2 часа появляется значок автоподсветки, и после этого она будет автоматически включаться при повороте часов на 45 градусов. Так же, как и у всей серии часов G-Shock, здесь идет водозащита 200М, то есть 20 бар. Нырять можно на любую доступную глубину. Ну, я как бы больше 5 метров без акваланга не нырял, поэтому проверок таких не производил. Но тем не менее, метров до 20, я думаю, в них можно нырять смело. Ну, если, конечно, клавиши не нажимать. Стекло идет минеральное, и большой плюс, здесь стоит хорошая батарейка, которой хватает на 10 лет. На мой взгляд, это фактически срок службы часов. Единственное, что по отзывам может выходить из строя, это ремешочек. Но он, в общем-то, доступен в свободной продаже, стоит он недорого, там около 10-12 долларов. Кстати, сама моделька стоит около 50 долларов, что очень недорого для G-Shock. И учитывая количество функций, на мой взгляд, это оптимальная модель. Потому что она более функциональная, чем классика 5600. И даже более функциональная, чем всем любимые там серия 100 и 110. Основной дисплей у нас, ну, как вы видите, сейчас отображается. Здесь мы видим сразу и секунды, и минуты, и часы. Также отображается день недели, отображается число и дата. Следующее, это идет записная книжка. Записная книжка здесь также защищена паролем. То есть для того, чтобы в нее войти, надо ввести пароль. Вот здесь пароль 4 пятерки. Сейчас мы его введем и посмотрите на реакцию данных часов. Окей, пишут часы, и пишут 97% свободной памяти. И вот есть у нас первая заметочка. Привет написал. Вот этот привет занимает 3% памяти данных часов. Здесь всего можно записать около 350 символов. То есть, в принципе, ну, на мой взгляд, единственная полезная функция, туда можно записать либо какие-то несколько телефонов, которые вам нужны, либо пароли от вашего почтового ящика Google, ну, или прочие важные пароли. Каждая новая запись вот отображается P1, P2, P3, P4. Для того, чтобы добавить новую запись, зажимаете левую верхнюю клавишу. И с помощью правых клавиш вот, нажимаете, начинают пробегать все доступные символы. Останавливаетесь на нужном символе, нажимаете левую нижнюю клавишу, и точно так можно добавлять следующий символ. Символ листается как вперед, так и назад. Успешно добавлено. Для того, чтобы ее очистить, нужно зажать правые 2 клавиши. Ну, как вы видите, пользоваться данной записной книжкой в принципе довольно просто. Далее у нас идет таймер. С таймером, в принципе, здесь все просто. Можно включить
режим повтора. Вот он включается при переходе на, вот видите, мигает показатель on. Можно его как включить, так и выключить. При включенном повторе секундомер, скажем, таймер отсчитывает 15 минут и включается заново. Пропищал и включился заново. Если вы его выключаете, то просто он один раз пропищит и выключится. Выставление происходит здесь в принципе просто. Левая нижняя клавиша выбирается разряд, который нужно выставить. И с помощью правой и левой клавиши можно выставить от 1 минуты до 24 часов. Давайте попробуем поставить на 1 минуту. И фиксируем левой верхней клавишей. Далее можно его запустить. Правая нижняя клавиша запускает. И по истечению 1 минуты он пропищит и выключится. Ну, вот, собственно, и все. Так, далее у нас идет секундомер. Секундомер у нас идет сотыми долями секунды. Его также можно запустить, остановить, запустить, остановить. Также есть поддержка кругов. Вот мы правой верхней клавишей останавливаем. Дальше запускаем. Как видите, время не останавливается, просто фиксируется время круга. Это довольно-таки удобно. Данный секундомер от 0,01 миллисекунды до суток может работать. Далее у нас идет за секундомером будильник. Будильников здесь 5. Причем 4 будильника можно настроить как на срабатывание раз в месяц, в определенный день, в определенный месяц. То есть очень функциональные будильники, и один будильник обладает функцией еще поспать. Первое — это ежечасовой сигнал. Его можно как включить, так и выключить левой верхней клавишей. Далее у нас идет SNG. Это, скажем так, будильник, на который можно, во-первых, написать метку какую-то. В записной книжке, кстати, это можно сделать. Также в нем можно выставить время, часы, минуты, день срабатывания. Смотрите, если вы, вернее, это месяц. Если вы выключаете месяц, то будет, скажем так, данный будильник включаться каждый день. Если вы включите месяц, то он будет включаться только в том месяце, который вы укажете. Опять же, если вы выберете число, то он будет срабатывать только в то число, которое вы зададите. Если вы и число, и месяц, то, естественно, оно будет срабатывать один раз в год. То есть довольно подробно проработали данную функцию товарищи из Casio. На мой взгляд, будильник очень удобный. Вот, будильничков, как видите, здесь 4 простых и один с функцией повтора и с функцией, получается, напоминалки. Довольно-таки интересная функция. Еще здесь есть отображение в 29 странах времени. То есть вы выставляете свое время. Вот, а далее, если вы путешествуете в какую-то другую страну, просто выбираете время этой страны. Причем, что удобно, что даже во время отображения, скажем, времени где-нибудь, что у нас тут из интересного, в Денвере, например, 9:34, а ваше время 17:34, оно внизу всегда дублируется, и вы всегда знаете, сколько времени там, откуда вы приехали, и сколько времени сейчас в той стране, где вы пребываете. На мой взгляд, это очень тоже полезная функция. И в принципе, что еще добавить сюда, ну, кроме Bluetooth и шагомера, я даже не знаю. Если сюда добавить еще шагомер, на мой взгляд, будут часы практически идеальные. Данные часы весят всего лишь 58 грамм. То есть на руке они ощущаются, но абсолютно незаметны буквально после получаса ношения. По толщине всего-навсего 15,5 мм. Для часиков G-Shock это очень хороший показатель. Можно под практически любую одежду их одевать.
Итак, какой вывод можно сделать? Часы получились очень удачные. Во-первых, функциональные, во-вторых, крепкие, долгий срок работы батарейки. И давайте еще немножко посмотрим по задней крышке, не показывал ее. Вот здесь, как вы видите, идет стандартные надписи для Casio. Это Shock Resist, защита от ударов, номер модельки. Сделаны данные часы в Таиланде. Водозащита 20 бар. Стальная крышка, ну, в общем-то, стандартные характеристики для часиков G-Shock. Еще интересный факт, данные часы я ни разу не видел копий на них. То есть, то ли сложно поделать механизм, то ли модель почему-то не такая популярная, как та же 5600 и G100 модельки. Вот. На мой взгляд, это даже плюс. Мне данные часы нравятся, они бывают не только в темно-синем цвете, а также в черном. В черном цвете они есть с красными надписями и с белыми. Ну, на мой взгляд, в темно-синем цвете они максимально выигрышно смотрятся, но также неплохо они идут и в черном цвете с красными надписями. Данную модель могу смело рекомендовать. На мой взгляд, это оптимальный выбор часов G-Shock, если у вас небольшое запястье. Либо вам нравятся вот такие вот насыщенные функциями небольшого размера спортивные часы. Кому был обзор полезен, ставим лайки, подписываемся на канал.